Приветствую всех зрителей! В сегодняшнем ролике будет обзор на элитную накладку DHS Hurricane 3 Player Edition. Player Edition подразумевает следующий уровень накладок, которые делаются уже непосредственно под игроков. Данная накладка у нас Malong Backhand, то есть эта накладка делалась непосредственно под левую закрытую сторону самого Малонга. Данный обзор стал доступен благодаря нашему партнеру, магазину инвентаря для настольного тенниса WTT. В магазине одни из самых низких цен, а по промокоду RONING скидка 5% на первый заказ. Ссылка в описании. Данная накладка производится только в красном цвете, жесткость губки составляет 37 градусов по китайской шкале. Накладка у нас вот в таком вакуумном пакете. На накладке изображен автограф Малонга, также у нас есть голограмма, стерев которую вы можете проверить оригинальность данного продукта. Вакуумный пакет у нас обозначает, что накладка, скорее всего, у нас очень сильно натюнингована, а если учесть фактор, что вот эти вот края, даже так, когда она в вакуумной упаковке провести, они загнуты, то, можно сказать, она очень сильно натюнингована, эта накладка. Толщина накладки составляет 2,1, то есть 2,10. Распечатываем накладку, проверяем, во-первых, сразу по ощущению, какая она на жесткость, потому что лично я, по-моему, не пробовал накладки 37 градусов. Также проверим, какой у этой накладки будет запах. Например, те же самые Hurricane 3 Neo, пускай это будет даже коммерческие версии, они очень сильно воняли прям сразу с упаковки. Проверим это, как у нас на запах. Вот так вот выглядит накладка. По запаху я бы не сказал, что она воняет очень сильно химией, как у нас коммерческая версия Hurricane 3 Neo. Также у нас наклеена вот такая пленка, что свидетельствует о том, что на накладке уже нанесен слой клея. Поэтому накладку можно либо прям сразу лепить на доску, но нужно на доску будет нанести клей. Но я всегда все равно в таких случаях все равно наношу один слой на накладку. Также у нас вот изображен вот здесь вот серийный номер. По жесткости на ощупь. Жесткость на ощупь, скажу следующее, что учитывая, что 37 градусов по китайской шкале считается относительно маленьким градусом, то есть накладка должна быть у нас мягкая, то на ощупь я бы на это не обратил внимания. То есть накладка все равно, тем не менее, если мерить по европейским меркам, накладка все равно жесткая. Поэтому внутри этого обзора эту накладку, несмотря на то, что она разрабатывалась в большей степени под игру слева, эту накладку мы будем пробовать как справа, так и слева, потому что жесткость накладки у нас позволяет. Смысл бустерить эту накладку, думаю, практически отсутствует, поскольку если мы набустерим эту накладку, то у нас она вообще, скорее всего, станет ватной. Но станет ватной или нет, уже, конечно же, будет видно после того, как мы попробуем эту накладку уже непосредственно на основании, в игре. Там уже и сделаем, в принципе, свой вывод. Нужно будет снимать вторую часть о том, как мы ее набустерили и какие характеристики она начинает проявлять с бустером или нет. Эту накладку я буду тестировать на основании Butterfly Viscaria. Согласно официальной информации, накладки линейки Player Edition являются особым сегментом у фирмы DHS, которые отличаются игровыми характеристиками в лучшую сторону, которые отличаются лучшим качеством, также которые и разрабатываются непосредственно под игрока. Ну а так ли это на самом деле, мы уже проверим непосредственно в обзоре. Поиграл накладкой буквально 4-5 дней, отыграл этой накладкой турнир и могу уже поделиться своим мнением по поводу этой накладки. Липкость у накладки, какая была, вы посмотрели в начале ролика, она сильно не ушла, то есть вот мяч как залипал, он так здесь и залипает. Также и на ощупь. На ощупь то же самое, то есть ощущается, что накладка очень сильно липкая. Следующий момент, который наверняка вы сейчас смогли написать в комментариях, что накладку необходимо пробить, либо даже еще больше. Скажу так, что накладка 37 градусов и слишком много времени мне не пришлось, чтобы ее пробивать, потому что я помню, что первый день, как она играла, когда я ее после упаковки распечатал, и буквально на завершение турнира накладка играла плюс-минус точно так же, то есть скорости у накладки не добавилось. Поэтому эту накладку, которая у нас Player Edition, я так понимаю, что она
первую степень, в первую очередь даже рассчитана уже, что ее пробивать не нужно долгое время, и она уже готова для игры из упаковки. Но тем не менее, все равно необходимо, чтобы липкость чуть-чуть, но спала, потому что с самого начала была очень сильная липкость в накладке, и это в какой-то степени даже иногда мешало, когда нужно было либо плоско как-то отыграть, либо где-то не доработал, потому что мяч залипал в накладке и никуда не летел. Стабильно для китайской накладки короткая игра будет у нас идеальная, поэтому мы даже время на нее тратить не будем. Итак, по скорости именно на накате, на коротком движении. На коротком движении видим, что накладка вообще практически не тухла, если мячик чуть-чуть подпрожимать. Но чувствуется, что при коротком движении и при плоском пошлепывании у нас катапульты нету. Но, в принципе, мы тут ее и не ожидали. Слева то же самое, как таковой тухлости нету, но, опять же, стоит отметить, что специфика именно вот этой накладки, то есть я многими накладками пробовал, играл китайскими, то есть если многими китайскими накладками нужно было как-то пожестче использовать жесткость губки и нужно было как-то продавить, то у этой накладки, опять-таки, все-таки, возможно, и на самом деле какая-то у этой накладки специфика есть, что она разрабатывалась под левую сторону. Этой накладкой необходимо делать короткое движение, не продавливая в мячик, а именно использовать губку плюс топ-шит, то есть как бы подзакидывать его туда, потому что у этой накладки очень хороший и прям такой специфический бросок. То есть мы потом, когда будем делать топ-спин справа, топ-спин слева, обращу на это внимание. То, что верхний слой, он какой-то сделан чуть-чуть, несмотря на то, что у нас и губка здесь мягче, чем на обычных харикейнах, но и топ-шит здесь как-то поэластичнее, и получается, что он четко закусывает мячик и выбрасывает его. То есть не за счет губки, а именно за счет топ-шита. То есть сюда вот чуть-чуть подобгонять. Тогда у нас скорость есть. Но стоит его, я пытаюсь туда его через губку играть, через губку скорость сразу у нас пропадает. Это же самое мне сразу бросилось в глаза, когда играл на счет. То есть чуть-чуть как бы по старинке, учитывая, что я играю как бы пружинистыми накладками, пытаешься играть за счет губки, все, скорость сразу начинает падать, поэтому все нужно туда будет подзакидывать. Поэтому если у вас возможность все играть таким движением или нет, здесь уже решать вам. Но четкая должна быть работа именно бросковая здесь на мяче. Было? При игре справа здесь та же самая тенденция, что и при игре слева. То есть необходимо удары рассчитывать не больше под прожим именно этой накладкой. Но опять же я описываю свои ощущения. А нужно этой накладкой больше мячик подзабрасывать. И опять-таки обращу внимание, что этой накладкой не нужно сильно махать, потому что при сильно длинных движениях все равно губка прожимается и мяч начинает как бы полуплыть, мяч не начинает так выстреливать из этой губки, как выстрелил бы скорее всего из более жестких губок. Ну и в дальней зоне тоже чувствуется, что когда я отхожу чуть-чуть подальше, когда играть нужно чуть-чуть продавив, то есть начинается какая-то неуверенность, то есть играть только в ближней зоне. То есть это еще одно подтверждение, что эта накладка в первую очередь рассчитана под игру слева, а не под игру справа. То же самое вот сейчас вот я пытаюсь сделать топ-спин короткие движения. Когда мне удается совместить именно бросок, тогда по ощущению, во-первых, я прям чувствую, как мяч выстреливает на Гошу,
Сложно принимать или не сложно, я точно сказать не могу, это нужно спрашивать у Гоши. Но как только вот сейчас я, допустим, не успел последний мяч, его подтолкнул, все, траектория начинает обрываться, и мяч летит в сетку. Точно такая же была проблема и во время игры. То есть когда на меня был какой-то активный возврат, допустим, я отыграл сопернику, начал атаку, мне блок, второй мяч не успеваю, пытаюсь чуть-чуть сыграть через губку, все, траектория начинает обрываться, первый момент, и начинает в сетку улетать. Либо мой тычок, получается, что он никакого осложнения не имеет на соперника, потому что скорость сразу у него слабенькая, и получается, что за счет того, что я отыграл на соперника, сразу идет перехват инициативы, и получается, что меня начинают растаскивать. То есть получается в темповой игре, если вы не владеете таким топ-спином, как у Малонга, вы не подходите к мячу ногами, чтобы постоянно успевать вот так вот бросать, все, делать идеальное движение, то в темповой игре с игроками более высокого уровня, которые будут вам подставлять 1-2 топ-спина, думаю, здесь уже, к сожалению, будут как бы проигранные очки. Вот, то есть первый хорошо, второй. То есть как бы даже на коротком движении, когда вот успеваю, тогда мяч прям очень хорошо начинает лететь. Сейчас поделали топ-спин справа, топ-спин слева. Скажу следующее, что справа, к сожалению, почему-то такой агрессивности топ-спинов нету. То есть все-таки при игре справа все равно мячик приходится чуть-чуть подпрожимать, и поэтому получается топ-спины больше навесные. Либо топ-спин больше такой через прокручивание, но опять же таки навесной. Слева получается сделать агрессивно, легким движением, но нужно движение делать чуть-чуть подзабрасывая мячик. Но опять же, как я это уловил, для себя это движение, как играть эта накладка. Потому что играя через губку, мяч начинает не сильно летит. Начиная его чуть-чуть подзакидывать, начиная по касательной, мяч очень хорошо за счет цепкого, за счет эластичного топ-шита начинает выстреливать. Поэтому делаем вывод, что если вы готовы каждый мяч идеально работать, идеально подзабрасывать на соперника, но опять же не плоско его встречать, то есть вы первый накрутили и потом через губку, а каждый мяч накрутить, то, думаю, к вам на игру для лева подойдет. Для игры справа, скажу так, если вы новичок в области липучек, если вы хотите просто прикоснуться к тому, чем предположительно играет Малонг, то для игры справа вот можете рассмотреть. Ну вот слева я сейчас постарался мячи принимать в разных точках. И мяч, который мяч уже начал падать, то есть этой накладкой встречать лично мне сложно. То есть приходится его как-то подбивать, и он не летит. Если мне удается мяч встретить на взлете, то есть я подал подачу сейчас Гоша, он мне отыграл, и если я мяч встречаю на взлете, либо прям перед высшей точкой, то получается неплохо и агрессивно при этом. Вот. То есть вот на вот этом моменте. То есть вот здесь вот. То же самое и со вторым мячом. Если удается встретить его до высшей точки, то этой накладкой управлять относительно, не то что просто, потому что накладка далеко не простая. Накладка далеко не простая, и играть этой накладкой сложно, потому что нужно прям постоянно совмещать движение кисти на мяче и встречать мяч в нужной точке. Тогда получается неплохо, если удается все это сделать. Так, теперь справа.
Гоша сейчас обращает внимание, что сетка-аут, сетка-аут. Почему? Потому что угол отскока на столе, он ниже. Соответственно, мяч от этой накладки летит не по прогнозируемой нам дуге, которая у нас описывает те же самые, ну пускай будут европейские накладки, Тенерджи, Дигниксы, у которых дуга, высокая дуга, и соответственно они подпрыгивают вверх. И его легче подставить, то она больше стелящаяся, из-за этого приходится сильнее закрывать ракетку, либо раньше встречать, и получается, что мяч наскакивает на ракетку и начинает либо в сетку сваливаться. Кто играли против игроков, которые играют липучками, потому что я какое-то время играл, и прекрасно вижу вот эти ситуации. Чуть-чуть приоткрыл ракетку, мяч начинает лететь в аут. Чуть-чуть подзакрыл, мяч начинает лететь в сетку. То есть вот такие вот моменты, потому что угол отскока, он немного другой. Да? И начинаешь думать, что то ли мяч не крутится, потом то ли сильно крутится. И, в общем, вот такое начинает замешательство. Но по моему мнению, это, скорее всего, именно из-за угла отскока на столе. То есть он не вверх, а больше стелящийся. И как бы здесь укоротить уже не так уж и просто. Теперь справа. Справа, скорее всего, получится делать этой накладкой только такие более навесные топ-спины, потому что, как я уже отмечал, что при продавливании мяча мяч начинает из-за мягкости губки начинает чуть-чуть плыть. Но, возможно, для игроков невысокого уровня как раз-таки это и нужно. То есть, если кто хочет мягенькую накладочку, чтобы она была очень липкая, чтобы просто ходить и накручивать мячи. Ого. Справа то же самое. То есть здесь я сейчас не стараюсь сильно вкладывать первый, первый так не старался вкладывать. Второй, третий топ-спин. То есть накладкой играть вот на мячах в ближней зоне этой накладкой очень хорошо. То есть все-таки накладка у нас рассчитана именно под ближнюю зону, именно под удары с коротким движением, без продавливания и бросок на мяче. Сейчас попробую, поделаю усиление первым номером. То есть получится ли у меня этой накладкой сразу пытаться завершить топ с ударом. Ну-ка. Нет. Никто не связывается. Да. Вот топ спины. Невозможно. Топ-судар. Топ-судар та же самая тенденция. То есть если удается встретить мяч перед собой, то еще как-то более-менее мяч летит. Но опять же, скажу так, что при сильных ударах чувствуется, как не хватает жесткости накладки. Мяч начинает прям плыть, прям сильно пробивается. Думаю, те, кто играли мягкими накладками, когда вы пытаетесь очень сильно усилить, и когда у вас при усилении мяч начинает валиться в сетку, думаю, вы меня понимаете, о чем я сейчас говорю. Поэтому для топ-ударов справа эта накладка, к сожалению, не подойдет. Эту накладку также можно рассмотреть
для игры с правой стороны для защитников. То есть, допустим, эту накладку налепить на какое-нибудь основание, допустим, потому что сейчас в последнее время очень часто начинаю встречать, если это защитник, то основание у нас уже не девки, потому что девки очень медленные. К сожалению, этот мяч вообще тогда у нас не летит, потому что мяч у нас тяжеловатый. То уже люди переходят на олки, на офф-минус, на офф. Поэтому на офф основании, не карбоновом справа, думаю, пилить эта накладка будет одно удовольствие. Запил получается страшенный. И вы сейчас посмотрели эти запилы, которые я делал сейчас Гоше. Потому что если хорошо мяч прям пропилить, проработать, поднять его очень сложно. Насчет блока, то есть накладка у нас не сильно, опять-таки, но прогнозируемо, не сильно реагирует на приходящее вращение соперника. Поэтому я даже сильно не стараюсь здесь прикрыть, чтобы мяч в аут не улетел, потому что он у нас и так нормально. Но такой, смотрите, момент. То есть я вот сейчас встречаю этой накладкой более плоско, да, и чувствуется, что, по идее, мой блок практически никакой опасности для Гоши не представляет. То есть, во-первых, да, то есть мяч подзалипает на этой стороне, и мяч получается, что он как бы более пассивный, такой вылетает на сторону Гоши. И по идее, если бы мы сейчас играли в игре, вот эти мячи переводить в другую сторону одно удовольствие. То есть он бы после этого блока сразу бы мне бы сносил бы в другую сторону, и я бы развернулся бы и пошел за мячом. Поэтому вот при обычном блоке. Поэтому давайте сейчас попробую этой накладкой чуть-чуть подзакрыть ракетку и немного направлять вперед. В принципе, как и это делают игроки высокого уровня. То есть у них нет таких пассивных подставок, как у нас, у любителей. Они как бы больше уже так полуактивно, полускрутко начинают встречать. То есть чуть-чуть. То есть, опять же, этот элемент очень сложно делать, и думаю, что, точнее даже уверен, он не совсем хорошо получается, но когда чуть-чуть получается во время мяча чуть-чуть его туда направить, мяч неудобно выстреливает на Гошу, то есть он как бы постоянно на него начинает налетать. DHS Hurricane Player Edition Malong Backhand, которая у нас разрабатывалась под левую сторону Малонга. И скажу следующее, что на самом деле накладка, даже если она и подходит для профессионального игрока, то в большей степени для игры под левую сторону. Потому что этой накладкой играть с большим рычагом очень сложно, потому что постоянно все равно при большом рычаге постоянно мячик, но поддавливаешь. То есть не удается мячик прям подзабросить. И мяч, получается, у нас при продавливании летит более такой, приятный для соперника, и будет его приятно постоянно встречать. Когда мы делали топ-спины по блоку, мне удавалось на коротком движении справа пытаться мяч подзабрасывать, и вращение довольно-таки неприятное на соперника летело, во-первых. Во-вторых, очень такая высокая дуга, то есть отмечу, что у этой накладки относительно других накладок Hurricane, которые я пробовал, а я еще также прям буквально на этой неделе попробовал накладку DHS Hurricane 3 Neo, национальная, на синей губке, и скажу так, что бросок у этой накладки, когда делаешь по касательной, он сильнее. То есть, возможно, все-таки из-за того, что это версия, которая прям непосредственно для профессиональных игроков сделана, версия, она чуть-чуть отличается именно своей агрессивностью броска. То есть бросок у этой накладки сильнее, когда мне удается не сильно прожимать губку. То есть когда я на коротком движении. Что касается слева. Слева та же самая тенденция. То есть нужно играть, как я это почувствовал, эта накладка не стараться в мяч сильно бить, а стараться опять-таки на коротком движении все как бы вскользь, как бы стараться все подзакидывать. И обращаю внимание, и в самом обзоре я на это обратил внимание, что если вам удастся к каждому мячу подходить, каждый мяч встречать либо на верхней точке, либо перед верхней точкой, то, конечно же, вам подойдет эта накладка. Но в основном эта проблема именно будет сталкиваться, что тяжело подойти именно ко второму, к третьему и так далее мячу. То есть, если ход еще начать можно, то потом идет перевод, то если посмотреть среднестатистического любителя, каким я себя и представляю, то это, конечно же, невозможно. То есть успевать играть второй, третий мяч в верхней точке слева активно, в общем, вот как-то так. Теперь скажу честное мнение по поводу этой накладки, кому может подойти эта накладка. Ну, вообще, я посмотрел
последил за многими игроками, кто играет либо Дигниксом 0.9 слева, либо вот Харикейны ставят налево. Это две категории людей. Это первая категория. Либо ваш уровень игры очень высокий, то есть я замечал эти накладки у игроков, но и опять же, нужно прекрасно понимать, и сейчас вы услышите про вторую категорию, нужно понимать, что либо у вас либо сильно высокий уровень игры, и у вас есть возможность и техника, и ноги, чтобы каждый мяч идеально обрабатывать и справляться такой накладкой, чтобы активно играть именно. Это первая категория игроков. Либо ваш уровень игры очень высокий, либо очень низкий уровень игры, и задача при игре слева либо, первый, хотя бы как-нибудь подставить мяч в стол, либо сделать какую-нибудь подрезку, чтобы мяч сильно не выплевывался. То есть у средней прослойки игроков, то есть такие накладки я, во-первых, не советовал бы, и во-вторых, потому что ими сложно на самом деле играть, и получится, что кроме как ощущения того, что вы играете накладкой, которая предположительно играет Малонкой, которая разрабатывалась для него, и больше никаких эмоций положительных от этой накладки, к сожалению, вы не испытаете. Потому что чуть-чуть не доработав мяч либо пассивный на сторону соперника, либо он в сетку, либо в аут, в общем, как-то так. Поэтому ставьте тензорные накладки, ставьте либо какие-то более пружинистые, полугибридные. То есть этой накладкой слева играть очень сложно. Также вы можете рассмотреть, допустим, эту накладку для игры справа. То есть этой накладкой делать не ломовые топ-спины, если ваш уровень невысокий и уровень ваших соперников не такой, чтобы выиграть у них очко, необходимо именно делать топ-удары. И вы хотите не жесткую, но при этом липкую накладку, вот вы можете ее рассмотреть. Но опять же нужно прекрасно понимать, что цена этой накладки, она не то что кусается, она просто грызет. Уверен, этот обзор был для тебя полезен и познавательный. Не забывай подписываться на социальные сети парней, на телеграм-канал. Ссылочку я оставил в описании. Пока.